Северное лето, оно ветреное, дождливое, холодное. Ну, по большей части. Это лето, конечно, шикарное, очень теплое, но вообще в целом ты долго ждешь, пока трава вырастет в середине июня. Она только появляется. Но для меня это идеальное лето на самом деле, потому что в жаркую погоду ты становишься ленивым, ничего не делаешь, только вечером выползаешь. Вот. А летом на севере и ночи длинные, белые, и погода хорошая, что ты отдохнуть и поработать можешь. Вот. С комарами. Комариное. Северное. Северное лето холодное, тоскливое и серое. Грибное. Непредсказуемое. Никогда не знаешь, каким оно по итогу будет в этом году. Это огненное, потому что небо огненное. Светлое. Во всех смыслах этого слова. Так есть же одно самое подходящее. Ну, короткое. Все. Север летом — то еще чудо. С нашими закатами может посоревноваться разве что Карелия, а с белыми ночами только Мурманск. И то у них это явление называется полярный день. Я вам предлагаю вместе со мной насладиться северной природой, фантастически красивыми закатами, водными просторами, зелеными лесами и яркими красками начала осени. To meet you, tell you I'm sorry. На удивление, это лето на севере началось очень по-теплому. У нас уже который день плюс 20, плюс 25. Все гуляют, это очень не характерно для нашего севера такая погода. Мы все наслаждаемся. Вот я сейчас на Северной Двине. Я думаю, что мы устроим небольшой велотур по Северной земле. Погнали! Your secrets and ask me questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a sides apart. Сегодня мы отправляемся в путешествие на велике до дачи. Я не знаю, честно, сколько километров. Я думаю, 15-17. Поэтому посмотрим, как все пройдет. Мы добрались до Онегина. Это где-то половина пути. Может быть, даже меньше. Точнее, больше, может быть, даже больше. Проехали 12 километров. Так, все отлично. Дорога отличная. Наконец-то новую сделали. Пейзажи потрясающие. Солнышко. Ветерок так холодный. В общем, это было несложно. Справились мы за час. Километра 3 из них ехала по городу. Вот эти маленькие точки на экране — это ласточки, которые живут в норках, проделанных вот здесь. Вот видно даже эти дырочки. И они живут тут каждый год. Мы можем наблюдать за появлением пчеленка. Вот эти дырочки в земле — это гнездышки, откуда они появляются. Спрятался куда-то. Их тут много очень. I'm going back to the start. Была у меня мечта вырастить арбузы на севере. Мы как-то попробовали, и вот выращиваем их уже 4-й или 5-й год. Арбузики приходится подвешивать, иначе сгниют. Хоть они и маленькие, а вызревают, прям сахарные. Красный-то, да? Родителям. Кукурузу, как оказалось, тоже вырастить на севере реально. Главное — попытаться.
Все, уже начало осени, поэтому мы снимаем барбузы и дыни. Полностью весь урожай, потому что уже ночи заморские, и они уже достаточно налились. Многие не знают разницу между черникой и голубикой. Начнем с того, что голубика растет на высоких кустиках, в то время как черника на низких. Голубика обычно продолговатая, а черника круглая, со спиралевидным узором. Это черника, а это голубика. Черника черненькая, запыленная. Голубика ярко-синяя, голубенькая даже. Разница на лицо. Только посмотрите на размер этих ягодок. Это же просто гиганты. Просто гиганты. Сегодня весь день хожу по лесам, собираю ягоды, грибочки. У меня уже весь рот в чернике, все пальчики в чернике тоже. Так хорошо. Я хочу снять пробу джема, который я приготовила впервые в своей жизни из черники. В этом году очень много ягод у нас, черники, голубики, и я решила сделать джем. Именно желеобразный. Мне очень хотелось такой. Поэтому хочу посмотреть, что получилось. Может, ничего не получилось. Вау, оно реально желе. Вау, я в восторге. Мне кажется, я соберу еще ягоды, сделаю еще желе. Ну я еще вкус не попробовала. Это восторг. Это восторг. To be alone with you, to be alone with you, to be alone with you. You gave your body to the lonely. They took your clothes. Лето у нас обычно заканчивается очень быстро, и промозглость осени начинает ощущаться уже в августе. Например, как сейчас, 10 градусов на улице, все серо. И золотая осень у нас длится очень мало, надо успевать. Her fright and furious fire
he loves, like sleep to the freezing. Sweet and right and merciful, I'm all but washed in the tide of her breathing. Кег-остров – это остров недалеко от Архангельска, до которого можно добраться на паромчике. Слово «кег» по-карельски означает «подверженный разрушению». И это правда, остров постепенно размывается и уменьшается. С 1931 по 1963 год на острове находился основной аэропорт Архангельска. Зачем мы сюда приехали? Просто чтобы классно провести время. Да, и посмотреть на закат, на сегодня облака. Дорога на Кег-остров занимает минут 20 на паромчике, на котором мы приехали. Вот он. Стоит дорога. Сколько стоит дорога? 36 рублей. Прыгаем с вышки, нас там ждут. Фотографы вспышки жгут. Нажимают все красные клавиши. Не разреши отключить режим безопасности. И прозрачное небо собой пронзит. Сейчас мы плывем по реке Брусеница. Не знаю, почему ее все так называют, потому что официально она называется Брусовица. Она течет из холодных болот и впадает в Северную Двину. На болотах вода прозрачная, а река узкая. Все берега в ровных горках, которые накатали бобры. Да-да, без шуток, в реке водятся бобры и андатры. Такая влажность. Сейчас идеальное время для грибов. Я прям чувствую, как в лесу сейчас растут грибочки и ждут меня. Мы подплываем к соленому ручью, куда нас в детстве возили на рыбалку. Сейчас вода большая, ручей хорошо видно, но когда вода маленькая опускается, то тут все пересыхает. Мы продвигаемся вглубь соленого ручья. На самом деле там тупик, но мы заплыли довольно далеко уже. Вон основная река там. Мы спрятались тут в ручье. Тут очень много комаров и прохладно. Мы как будто где-то на Шри-Ланке. Архангельская Шри-Ланка. Или Вьетнам. Вот, наверное, Вьетнам больше. К слову, не была ни там, но по ощущениям Вьетнам. Или Таиланд, да. Или это Индонезия, Бали.
Можно было бы подумать, что уже наступила осень, и я собираюсь в какой-нибудь поход. Но нет, на улице август, 10 градусов, и я еду на море. Поехали мы с Асей на Ягры. Ася уходит из кадра медленно. 10 градусов в августе. Не то чтобы самая лучшая погода, не то чтобы поехать на море. Но, кстати, Ягры означает мелкое песчаное дно моря. Я даже это посмотрела, что означает название Ягры. Но мы пожарили маршмеллоу на костре, подогрели пиццу на костре. И жизнь стала лучше. Да? Just us, you found out nothing that I wouldn't want to tell you about. No, 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 'cause it's too cold for you here right now. So let me hold both your hands in the holes of my sweater. Мы очень гордимся нашими белыми ночами. Многие спрашивают, а как же Мурманск? Но дело в том, что в Мурманске полярный день. У них солнышко светит и днем, и ночью. А у нас оно доходит до горизонта, не заходит за него, а поднимается вновь. И получается, что у нас белые, все время светлые ночи и потрясающие закаты. Нельзя не упомянуть про остров, располагающийся в Онежском заливе Белого моря – Соловки. Я еще там не бывала, но это в моих планах. Соловки, я думаю, у всех на слуху, и они известны довольно печальными событиями, которые произошли в 20-30-х годах. Соловки в то время были лагерем особого назначения. Сейчас Соловки считаются природным музеем-заповедником, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО, где располагается невероятно красивый монастырь и другие архитектурно-художественные памятники. Блин, честно, я устала снимать эти красивые закаты, но они все время красивые, поэтому как бы не снять, ну это просто незаконно. Когда вот такой вот закат прекрасный, ну как это вообще возможно не смотреть на него? Просто скажите мне, как это возможно? Каждый день на севере такие закаты. Когда дождь, они еще краснее и более такие плавные, что ли, не знаю, однотонные. Когда нет дождя, они такими слоями зачастую появляются, но сейчас это просто нечто, просто потрясающие закаты. Зачем приезжать на север летом ради белых ночей и закатов? Like a cold
В общем, этим летом я увлеклась астрофотографией. И в одну из таких ночей, вечеров я собиралась пойти и заснять звездное небо. Я сидела пока еще дома, потому что было рано, часов 10 вечера, хоть у нас уже темнеет рано, но все равно я ждала, когда небо станет темнее, потому что на севере небо очень долго синее, и потом в какой-то момент оно уже начинает темнеть, потому что мы от белых ночей все-таки переходим, и у нас очень долго просто синее небо, и первые мои фотографии были просто какие-то точки и синее небо. Вот. Но тут бабушка мне сказала: Лиза, там такая луна, иди сфотографируй луну, потому что она там желтая, низкая, прям как кусок сыра, не знаю, вот знаете, такие круглые. И я говорю: бабушка, моя техника не возьмет луну, ну ладно, я пойду попробую что-нибудь заснять. Я выхожу на улицу и смотрю, а небо чистое-чистое, еще такое, синева, чистое-чистое. Смотрю, какое-то облачко, главное, одно, все небо чистое, какое-то странное облако, раз пропало, раз снова появилось. Я понимаю, что это, наверное, северное сияние. Время, это был конец августа. Это были 20 числа августа. Потом небо стало темнеть, и я понимаю, что да, это северное сияние. И я пытаюсь заснять на фото, видео. У меня первые очень были смешные фото и видео, и я думала, что это просто восторг, все, что лучше уже не будет. Ну как я ошибалась. У меня еще есть приложение, я вообще зимой обычно контролирую этот процесс, когда северное сияние, все пытаюсь его поймать, и я захожу в приложение, а у меня всегда там 0% видимость, там максимум у меня 11 было как-то зимой, и я захожу в приложение, а там 73, что ли, процента вероятность того, что северное сияние сейчас у нас будет, и я такая: реально? И небо становится все темнее, и сияние, оно просто вот на все небо становится, его все больше и больше. И тут оно начинает как такими переливами скакать, не знаю, надо мной просто сплошняком оно. И на улице очень холодно было, 3 градуса, было прям очень холодно. Ну, часа 2, наверное, я там скакала его и снимала, пока еще оно так вот красиво резвилось. Вот. Потом я уже просто очень замерзла, но оно было, продолжалось, просто уже, может, не такое яркое. Но это просто потрясающе. Поэтому не факт, что вы его застанете, но мои бабушка с дедушкой живут на даче начало осени, и они весь сентябрь обычно наблюдают северное сияние. Поэтому если вы приедете на север и снимете где-нибудь домик за городом, и будет ясное небо, прохладно, начало осени, то вы точно увидите, потому что сегодня 5 сентября, сегодня воскресенье, вчера и позавчера я снова видела северное сияние и снимала его. Просто посмотрите. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do. It was all yellow. I came along, I wrote a song for you. What a thing to do. Здесь дом. И мамочка с папочкой. И родной климат, да более знакомый, в котором я вырос. Без этого никак. Хоть пару раз в год надо вот это вот ощутить. Люди хорошие. Я бы даже сказал, что чересчур добродушные. Теплые и открытые. Люди на нашем севере, да вообще в целом на севере, на нашем, не на нашем, на всех северах люди серьезные, угрюмые, такие закрытые в себе. Ну, это из-за погоды, скорее всего, сказывается погода, мне кажется. Вот. Ну, тяжелее, идут на помощь, что-то подсказать, что-то объяснить, ну, даже просто вот на улице. Несмотря на все, что происходит вокруг, они достаточно теплые и открытые. Люди на севере, они вообще самые теплые, несмотря на холод вокруг. Сердце, оно горячее у всех северян. Я думаю, что перспектива развития Архангельской области, она есть. Предпринимаются всевозможные попытки развивать туризм тот же самый. Может быть, не такими быстрыми шагами развивается область, и в том числе Архангельск, но тем не менее какие-то в этом плане
идут наработки, они действительно есть. Все-таки Архангельск, к сожалению, это город умирающий. Город, в котором заканчиваются возможности, дороги, дальше только болото, тайга. Уезжает молодежь, закрываются предприятия, нету вот дыхания жизни. Такое все очень старое, патриархальное. И поэтому перспектив, к сожалению, здесь, наверное, нет. У нас уезжает молодежь именно потому, что они не знают, куда себя здесь деть. Вечером выйти некуда. Гулять по темным улицам, грязным, разбитым, сложно. У нас есть потрясающие аллеи. У нас есть парк, который требует хозяина. У нас нету спортивных площадок, у нас нет спортивных сооружений. К сожалению, когда нет культуры, город умирает. Перспектив развития я, к сожалению, не вижу, потому что живу здесь и расту здесь, и пока ничего особо не меняется. Кроме того, что Архангельск строится, и делаются дороги, ну, в Новодвинске, в Архангельске. Кроме этого, прям что-то кардинально в целом не меняется, как мне кажется. Ну, может быть, когда-нибудь что-то будет лучше, но пока так. Я думаю, что все циклично, я думаю, что все равно будет развитие. Я думаю, что эти территории не будут заброшенными. Слишком много сюда вложено сил, я думаю. Я думала, на самом деле, чтобы уехать из Архангельска, но меня останавливает тот факт, что у меня здесь много родственников живут, и также я рассматриваю, если переезд, то, наверное, также куда-нибудь на север, потому что я люблю смену сезонов, зима, лето, осень, весна, то есть для меня это важно. Если будет возможность, переедем. Нет никаких пожеланий конкретно, просто поменять жизнь, потому что когда есть изменения, есть ощущение жизни. А когда нет изменений, то есть ощущение застоя. А на севере нравится? В принципе, нормально, да. Хотя, когда вот мы вернулись, то сложно было здесь. Я в первый раз почувствовала, вот 40 лет здесь жила, никогда не ощущала стужи, которая у нас веет прям вот в воздухе, прям стоит такая вот студеность. Вот никогда ее раньше не замечала. Когда вернулись, прям стала чувствовать ее. Вот когда говорят, что типа, да ладно, у вас там такие же температуры, как у нас воздух другой. Даже при такой же температуре у нас есть вот этот компонент стужи, которого нет даже вот в Петрозаводске, например. Там выходишь, воздух теплый, тебя как бы обволакивает, обнимает, а у нас сразу... Есть определенные обязательства, которые уже связывают, это пожилые родители, а уехать, конечно, хотелось бы. Куда-нибудь туда, где теплее. Да. Да, хотела бы уехать, но не на 100%, не знаю. Очень тяжело, если уеду. Уже уезжала в Петрозаводске, жила. Было тяжело мне из-за того, что далеко от родных. Вот. Ну и в целом Новодвинск, Архангельск я очень люблю, поскольку кучу времени тут провожу и проводила. Вот. Но с радостью бы вернулась в Петрозаводск, потому что там больше, ближе к природе, кажется, как будто в городе, но все равно рядом с природой, потому что там парков больше. У нас как-то в Архангельске, кроме как на набережную, никуда ты не сходишь. Вот. Не знаю, может быть, когда-нибудь я вернусь в Петрозаводск, а может быть, останусь в Архангельске. Смотрим. Севера нет, из Новодвинска да. Но никак не менять север на теплые края, потому что мне очень нравится климат. И я очень сильно люблю северные ягоды, снег, северное сияние, то, что у нас есть разные сезоны, что у нас есть такое счастье, как лыжи, коньки, сугробы, зимние развлечения. Нет, север не стоит менять вообще никогда. Лето на севере я люблю за белые ночи, за прекрасные закаты и за то, что можно есть прекрасные северные ягоды, бруснику, морожку, клюкву. Обожаю. За то, что можно посидеть в городском парке на берегу, на скамеечке, поглядеть на Двинушку-матушку, съездить в Малые Карелы, посмотреть, как там красиво обозначены огороды. Вы видели, как там обозначены огороды? Там просто таблички стоят, написано, тут лен растет, а там не растет лен. На солнышке позагорать на Северном – это же самый полезный и качественный загар в мире. Белые ночи. Это однозначно. Их нигде не найти больше. Это чудо, которое дает ощущение энергии, счастья, восторга, юности.
Ой, у нас небо супер красивое. Нигде такого красивого неба, как на севере, не найти. За белые ночи люблю лето на севере. За холод, как бы это ни звучало странно, тоже очень люблю лето на севере. Оно особенное, оно самое красивое. Да, люблю белые ночи, потому что намного проще, легче ты себя чувствуешь летом, потому что у тебя рабочий день и вообще время как будто бы увеличивается, как будто день становится длиннее из-за того, что постоянно светло, вот, из-за того, что у тебя больше времени, ты можешь даже ночью что-то делать, ночью гулять, и при этом всегда светло, хорошо, тепло. Это очень классно. Ну, зимой, конечно, это большой минус, но зато лето получается очень длинным из-за этого. За закаты и рассветы. Небо все-таки у нас супер красивое. Лето люблю за то, что оно бывает. Это такое счастье, когда оно бывает у нас, что просто бежишь наслаждаться каждым лучиком солнца. На юге у них всегда тепло. Они не понимают той прелести, когда у тебя 2 недели в году солнце светит, и от него еще и тепло бывает. Лето, оно северное, короткое, но за белые ночи, за море лесных ягод его стоит обожать бесконечно. Лето на севере может быть разным. Холодным и дождливым, сухим и жарким. Но оно самое необыкновенное. С потрясающими закатами, белыми ночами, сладкой черникой и северным сиянием. А холод нам не страшен. Нас согревает теплота внутри. Чуть дрожим на ветру, дальше бежать изо всей дурной силы, пока растут крылья. Дальше лететь за малиновым солнцем, пока не вернется ночь. За малиновым солнцем подождешь со мной, пока не вернется ночь. В нашей игре нет правил, ссадины и укусы. Больно не значит грустно. Помню твои глаза, точно такого цвета. Жаль, что уже не лето. Я бы тебе сказал. А сегодня мы поехали в Катунино, в военный городок. Короче, Катунино будет не в этой поездке, потому что у нас лопнула шина. И мы сейчас пойдем пешком. Белла, чао! Мичи, какое лето? Прекрасное. Давайте поговорим о стратегии развития Архангельской области. А ты вырезать это все будешь? Ага. Ну давай поговорим. Я понял, что я странник. Ну и все. Ну и все. Вот и поговорим.